какую энергию вы видите вот 25-го года? Вот я еще хочу два слова, спасибо, Елена, добавить. Вот мне кажется, вы очень правильно сказали, что надо слушать прогнозы. Сейчас действительно это уже опошлили, да, и эти Да, да, прогнозы везде, там обесценили. 4 карты выкладывают, загадай любую, и вот тебе там прогноз. Так не бывает, но все-таки будем говорить, что всегда ясновидящие делали не только индивидуальные прогнозы, но и такие массовые, вот как мы сейчас делаем, да. И, ну, смотрите, как к этому надо выработать правильное отношение. Вот мы же все слушаем прогноз погоды. Прогноз погоды, он одинаковый для всех людей, живущих на одной территории. Да? И, в принципе, он исполнится у всех. Но у каждого да, жизнь от этого не поменяется. То есть дождь пойдет сегодня в этом городе, и его почувствуют все. Это прогноз, он точный, он для всех. Это вот как прогноз энергии, который мы будем давать. Но в жизни каждого из вас свои энергии, свои периоды, и вот это говорят нумерологи, но я это вижу как ясновидящий. И я думаю, что и вы со мной согласны, тоже это видите, что у человека есть вот действительно циклы, и у каждого свои. Кто-то говорит, вот цикл в 7 лет, кто-то говорит цикл 3 года. Я не знаю, я это вижу, вот у каждого человека свой цикл. И есть цикл подъема и цикл спада. Цикл, когда человек может что-то изменить в своей жизни, и когда человек не может. И вот мне кажется, что следующий год для большинства людей, он будет очень насыщенный событиями. То есть вот мы уже с вами да, говорили заранее, мы как бы подготовились, и вот у меня такой кадр был, вот как картинг, вот эти машины, картинги такие маленькие, спортивные, которые очень быстро едут. Вот это энергия 25-го года. То есть он пролетит очень быстро, и событий будет очень много в этом году. И, скажем, то, что когда-то у людей было, знаете, в мертвой точке, вопросы, которые не решались, которые никак не двигались, придет такая скорость, такая мощность, что придется вот, их решать. Или тебя несет, да, просто вот эта такая стихия, будем говорить, или ты все-таки задаешь направление. А как видите вы? Вот 24-й год – это год кармический. То есть здесь у нас мы проходили какие-то определенные уроки, и это было практически завершение цикла. Хотя 25-й год – это девятка, и у нумерологов это завершение цикла, это мудрость. Но, по сути, в 24-м году мы должны закрыть основные свои проблемы, вопросы, там, нерешенные какие-то задачи, надо их обязательно закрыть. Это кармический год. И не тащите в 25-й год. Потому что вот здесь 24-й все-таки энергия немножко стоячая, да, вот она как Да. болото какое-то. Вот у меня она вообще почему-то пахла зеленым, или я для себя решила, что это болото. И Вот вот и я так просматриваю. Все, мы с вами уже говорили, да, что вот цикл такой идет. 24-й темнота, 25-й уже пробивается свет, 26-й там уже, знаете, как, ну, как на рассвете. То есть, да, какие-то такие энергии в этом году, я не знаю, как у вас, но, допустим, у меня то, что хотелось бы сделать, намечено было, но это не исполнилось. Как бы это, ну, отложилось на потом. Вот смотрите, у кого, во-первых, как нам надо правильно закрыть этот год? Надо закрыть все дела, которые мы исполнили или не исполнили. Не исполнили, надо просто сказать «закрываю» и снова прописать, вот как с нового шага начать в 25-м году. Но закрыть надо все. Потому что очень сложно. Вы понимаете, вы вот эти кармические энергии перетащите в 25-й год, вы опять его наполните какими-то сложностями. Надо перекрыть. То есть для этого самое лучшее написать все, что вы планировали на листочке, и даже то, что стало неактуальным. Например, хотели купить дом, а вам уже сейчас этот дом не нужен, вы уже квартиру приобрели. Пишите «неактуально». А так, где закрываю, вы для своего подсознания это все. Я еще включаю тело, я еще могу вот так перерезать, как бы, Ну да. чтобы убрать это. И если это не выполнено, то в 25-м году пишем как новое желание. То есть все, открываем. Для меня 25-й год очень динамичный. Это вот
я могу сказать, во-первых, год чуда, волшебства, во-вторых, год динамики. Но опять-таки вы очень хорошую метафору сказали. Как будто едешь на гоночной машине. Понимаете, если не умеешь водить, Ну то да. куда ты на ней приедешь? И вот тут опять встает то, что, ну, по сути, куда вкладывать деньги? В себя. Куда инвестировать? Вот в 25-м году куда лучше всего инвестировать деньги? Вот сразу вашу гоночную машину. В себя. Потому что именно вы обладаете теми навыками, которые и дают деньги. То есть учиться, расширяться, иначе будет сложно. Энергии у меня бурлящие, красные. Но вот к сегодняшнему эфиру готовилась, я еще раз внимательно просмотрела. Знаете, как у меня идет? Февраль, вот энергия бурлит, то есть динамика будет очень сильная, 25-й год. Энергия бурлит, и где-то март, апрель будет, ну как сказать, выброс. Вот самые события даже в мире будут происходить именно весной. Март, апрель, вот это вот. Если мы эту весну нормально доживем, то дальше проживем. То есть надо как бы быть готовым к этому. Это будет и в мире, и у людей это все будет, потому что энергии Марса их никуда не денешь. Все, встает у нас, мы зависим от планет. Все равно наша жизнь зависит от Да. энергии планет. Встает планета Марс. И нам нужно к ней подстраиваться. Вот как подстраиваться, как вы видите? Как людям жить? Что, вот какие советы сейчас вот дадите? Ну, давайте посмотрим. Ну, я вижу, что в 25-м году, в общем-то, у многих людей станет вопрос здоровья. То есть появятся какие-то, обострятся хронические заболевания, особенно то, что связано с костями, мышцами, вот, опорно-двигательный аппарат. Это какие-то зажимы, спазмы и даже травмы. Поэтому я бы дал рекомендацию, первое, что мне пришло, вот когда вы сейчас задали этот вопрос, так это то, что необходимо заняться какими-то нагрузками, каким-то спортом, хотя бы самым таким щадящим спортом, но начать что-то делать со своим телом, потому что энергия будет такая активная, что наше тело ее может с трудом воспринимать, с трудом проводить, ему нужно будет как бы помогать. Вот. Плюс вот вы сказали, энергии красные, да? Красный огненный Марс, это что? Это температура, да? Значит, человек, поднимается температура, это и эмоции, это гнев, это раздражение, это стресс, поэтому очень хорошо будет практиковать медитацию, да, или любые другие практики, которые помогают бороться со стрессом, с раздражением. Вот. Вот, то есть плавание, спорт, медитация. Я бы так сказал. Такие общие рекомендации, которые будут помогать вот эту энергию 2025 года лучше проводить, потому что ведь, согласитесь, энергия это, ну, как мы уже сказали, будет как погода, да, и тебе надо ее пропустить через себя. Либо же ты будешь направлять эти события в своей жизни, либо жизнь будет тебя бросать, да, вот кидать, как горный ручей, такой, он бросает, да, из стороны в сторону. Вот это бросает какого человека, который не взаимодействует с этими энергиями, который как бы отпустил все на самотек. А если ты стараешься познакомиться с этими энергиями, вот даже через наш эфир, вы уже их можете настроиться как бы на свой будущий год, мысленно подумать, вот что меня ждет, и почувствовать, вот, да, какие изменения он вам принесет. А год принесет абсолютно всем изменения. Это не будет год застоя. Вот просканируйте и попытайтесь направить эту энергию в нужное русло. Я вот абсолютно согласна с вами, да, но я скажу немножко другими словами. Но вот полностью в одном направлении мы с вами смотрим. То есть год такой, в общем, стратегия года такая, что вы перестанете делать одни и те же действия одним и тем же способом. То есть год будет настолько непредсказуем,
и он заставит нас двигаться. Будут какие-то непонятные ситуации, будет все очень быстро передвигаться, и он заставит нас меняться. То есть нам пришло время меняться. Те, кто привык к стабильности, те, кто инертен, вас будет просто жизнь двигать, вас будут заставлять принимать какие-то решения, заставлять именно быть гибкими. Если вы будете сопротивляться, то, ну, как бы вас могут и раздавить, и у вас будут сильные неприятности. То есть год вообще, жизнь нас заставляет быть гибкими. Жизнь нас заставляет трансформировать себя. Через трансформацию себя мы будем менять свой мир. И поэтому абсолютно правильно Валерий сказал, что будут встряски. Будут, если вот в этом году много онкологии, то я вижу нервные заболевания. Абсолютно правильно Валерий сказал, что ноги, кости– это то, что не хочет идти вперед. Люди не хотят меняться, не хотят подстраиваться под реалии, и отсюда психосоматика ног и костей. Это человек не хочет менять свой мир, выходить из зоны комфорта. Отсюда вот это вот и будет. Если вы будете гибкие, если вы будете приспосабливаться, если вы будете все принимать и, ну, благодарить, то все будет хорошо. Для того, чтобы все принимать, ну, поймите, мы частички Бога, и Бог никому не сделает, ну, никак свои частички нам, людям, Он не сделает ничего плохого. И та ситуация, которая у вас есть на данный момент, это самый лучший вариант из того, что может быть. И когда вы это поймете, что это самый лучший вариант, тогда вы примете эту ситуацию и начнете из нее выходить. Только так. Валерий, а как вот вы видите, что надо там с продуктами делать, с деньгами, как вот это, как ему быт устроить свой? Что я вижу, так это то, что в 2025 году экономика будет очень шаткой, нестабильной во всем мире. Да. И многие валюты, которые были сильными, они вдруг могут стать очень слабыми. Поэтому я бы посоветовал людям делать вложения во что-то очень такое постоянное. Ну, по типу недвижимости, по типу приобретения там автомобилей, каких-то вот предметов, которые всегда будут нужны. Потому что я вижу, что многие банки, акции, ценные бумаги, которые вы хотите купить, они могут остаться, ну, стать ничем, пустышкой. Конечно, нужно просматривать индивидуально такие вопросы. Именно этому человеку, именно на данном этапе жизни, именно сюда можно вкладывать или нет. Но если мы даем общий прогноз, то я бы сказал так, что вот я вижу, знаете, как такое весы, которые вот то в одну сторону перевешивают, то в другую. То есть как-то будет экономическая ситуация очень нестабильной и может меняться, да, вот эта борьба идет, да, такая, как бы чья валюта лучше, да, там доллар или евро, например, да. И вот вдруг может что-то такое произойти в 2025 году, что, например, они вообще будут не актуальны. Но это не есть полное падение, вот как многие прогнозируют, да, там Америка уйдет под воду, и доллар Нет, ничего не будет я значить. тоже этого не вижу. Этого я не вижу. Но вот просто какие-то, знаете, скачки, вот такие, что вдруг раз и упало, потом раз поднялось. Как бы, но на вот этих вот скачках кто-то потеряет. Поэтому вот тут в этом смысле быть осторожнее. А что я вижу будет в цене, и вот что будет, но это не только в этом году, в 25-м, это и дальше. Я вижу, что недвижимость будет дорожать. Причем всякая недвижимость, и вторичная, и первичная, и квартиры, и дома. Вот подорожание цен, оно будет очень значительным. И я вижу, что придет такое время, что люди, которые имеют там 2-3, допустим, квартиры, если там сейчас, ну, это хорошо, но спустя какое-то время мы будем считать этих людей очень состоятельными, вот уже чуть ли не бизнесменами. А вот я с вами абсолютно согласна, что экономика будет падать. Вот такой год, что будет сложно с экономикой. Цены будут расти везде, во всем мире, кстати.
Вот это я тоже вот это вот вижу. И то, что основной вопрос, если раньше там можно было, там, как мы говорим, бартером, там, ты мне, я Ну тебе, да. то деньги выйдут на первый план. И деньги в 2025 году будут решать, даже вот в договорах, там везде они будут решать очень многое. Вот, будет сильное подорожание. Но я вот как вижу тоже, я бы просто людям посоветовала продуктами запасаться. Такие вот основные продукты, крупы, мука, вот, Ну вот да. все равно надо запастись, потому что будет подорожание. Подорожание будет везде. Вот я прям вот это вот считаю. Ну, а я сказала, вот, да, материальное, конечно, но я считаю, что вот сейчас наступило время инвестиций в себя, свои навыки. Но посмотрите сейчас, какое время стало. Сейчас уже все нормальные люди, они понимают, что существует Творец, существуют высшие силы, существует какой-то определенный разум. И если кто-то не понимает, вот в 25-м году он, в общем, ему очень хорошо Бог объяснит, кто есть, Кто кого он нет, потому что такой, да? поставит его. Вот это 25-й год. И отсюда людям приобретать навыки профессиональные, мы можем развиваться в двух плоскостях. Как эксперт, то есть профессионально, там, как учитель, как медик, там, как ну, Ну в да. своей профессии. А второй навык – это наш духовный. Вот как вы говорите, медитацией заниматься, там, может быть, раскрытием способностей. Вот это личностный называется, это личностный навык. И если вы только уйдете в профессиональный и не будете личностно делать, нужно 50/50. То есть только в материальный мир, ну, вам будет плохо. Есть люди, которые занимаются только духовным миром. Вот они сидят, ничего не делают и медитация. Так Ну тоже да. И нельзя. ждут деньги. Да, так тоже нельзя. То есть вот здесь нужно очень хорошо понять, что наступило такое время, когда мы должны развиваться как профессионально, навыки, так и духовно. Потому что если мы не понимаем законов мироздания, если мы не чувствуем свое тело, если мы не включаем свою интуицию, например, то нам будет очень сложно принять решение. Год динамичный. И как раньше в наших сказках народных было сказано, утро вечером мудренее, переспи ночь, на утро примешь решение. Сейчас решение надо принимать моментально. Вам, например, сказали, ты едешь в командировку или не едешь в командировку. А ты стоишь и думаешь, я сейчас с женой посоветуюсь, или я подумаю, там, хватит ли у меня денег или еще Ну да. что-то. И пока ты думал, отправляют другого человека, а там, оказывается, выгодное освободилось кресло, и его там ставят начальником твоего же подразделения по работе. Все, ты упустил возможность. То есть сейчас вот такое время. А чтобы принять правильное решение, вы же не будете звонить: Валера, ответь, пожалуйста, мне Ну надо да. ехать не в командировку. Надо обязательно научиться самому реагировать на это все. Как это сделать? Вот даже самое простое. Закройте глаза и представьте, что вы вот сейчас в командировке, вот в этом месте. То есть дыхание успокойте, уберите мысли и представьте, что вы в командировке. Вам там комфортно или нет? Уже ваша интуиция, ваша чувственность, она подскажет. Если вам там комфортно, вам там хорошо, то значит надо ехать срочно. Вот. Если какая-то тревога, то ну, тут надо, да, подумать что-то. Но во всяком случае, 25-й год – это год скоростей, это год уверенности в себе, это год опоры на себя. И здесь вот советы, вот это, как мы привыкли, посоветую с подружкой, позвоню маме, вот это не про это. Если вы будете медлить, вас так жизнь напинает, что вы покатитесь неизвестно куда. И остановиться будет сложно, потому что энергии очень сильные. Валерия, а что бы вы посоветовали в отношении вот личностного общения? Ведь мы – это
те люди, которые вокруг вас. Как психологи говорят, посчитайте 6 человек, самых близких, какие у них качества, и это есть вы. Нас делает А, наше окружение. Да, это очень важно, и я бы сказал, что в следующем году многие люди очистят свое окружение. Вообще я вижу так, что мы идем, какая-то такая идет перспектива к тому, что общение у людей будет, знаете, очень мало, и только с теми людьми, которые вот сердце к сердцу, душа в душе. То есть очищение будет идти. Вот кто там, знаете, имел много друзей, много приятелей, знакомых, у него широкий круг общения, этот круг будет сужаться. И будут оставаться, как это будет происходить, само собой. Просто кто-то не звонит, кто-то не берет трубку, кто-то тебе, там, вы 20 лет продружили, и вдруг она говорит, там, или он, что ты знаешь, ты вообще неправильно живешь, и ты мне надоел уже, да? И вот этот круг, он будет уменьшаться, уменьшаться, и будут оставаться только те люди, которые действительно ну, вам нужны. И из-за этого часть людей будет, конечно, грустить, потому что мы же привыкли, да, уходить вот в такое общение, там лучше многим людям это так удобно, лучше просто общаться, нежели посмотреть внутрь себя, да, и то, что тебя там беспокоит, то, что тебя волнует. Мы лучше будем с кем-то общаться, с кем-то контактировать, пусть ни о чем, да, но чтобы вот не самой быть, не самому. И мне кажется, что 25-й год – это год будет сложен тем, кто боится одиночества. Он даст людям, знаете, возможность и даже кого-то заставит посмотреть в глубину себя, вот что вы хотите, какие проблемы у вас там есть и какие у вас страхи. Причем мне кажется, что вот как нас уже пытались закрыть, да, с этими всеми эпидемиями, вот может быть, как бы есть риск чего-то подобного. И вот что-то, как бы, что заставит людей больше сидеть дома. Вот. Это не беда какая-то, не что-то там прямо очень плохое. Но вот будет какой-то фактор, который, знаете, будет сдерживать. И как раньше, в принципе, вот я размышляю, да, вот просто представляешь время раньше. Так, это время парадов, это время концертов, это время театров. А сейчас какое-то такое состояние, ты больше себя видишь дома или вот там в лесу я часто провожу время, да, но ты как-то меньше с людьми, и я думаю, что это коснется многих людей и усилится это в следующем году. Но это тоже важно и полезно для нас. Я так считаю. Вот знаете, Валерий, вы правильно сказали, что меняется мир. Вот я же, помните, когда мы с вами делали репетицию, я вам сказала, что у меня идет, что вот какие-то будут прорывы научно-технические, Да, да, вот, да. в интернете, вот это вот все. И вот это все, оно, конечно, человека делает неконтактным. Вот сейчас уже молодежь, она уже практически разучилась контачить. Они даже когда приходят, встречаются, я же 30 лет в школе проработала, меня последние года просто вообще удивляли. Мы собираемся с классом куда-то идти, и ну, договариваемся в тот же лес, например, и вот ждут они, ждут, пока я подойду. И вот они сидят, они не разговаривают. Там вот человек 25 собралось, они все сидят в телефонах. Да. И то есть общение – это определенный навык. И почему люди, когда выходят на пенсию, они начинают страдать от одиночества? Потому что они теряют вот этот навык общения, это во-первых. А во-вторых, очень многие не умеют, не в гармонии с самой собой. То есть раньше им их потребности, вот что они захотели, там мамы, папы удовлетворяли, ребенка все, что надо, там все. А сами они не научились. Вырасти-то выросли, а понять себя не могут. Им нужен кто-то, чтобы их развлекал, там, с кем-то пойти в кино там, или еще что-то. А сам себя вот не умеет человек, не каждый умеет человек Да. быть в гармонии с Себя собой. развлечь, себя занять. Да, надо с кем-то, кому-то позвонить, бесполезные вот эти вот разговоры. А 25-й год, как я вам сказала, это будет год очень больших перемен. Ну, опять-таки, кто готов к этому?
у кого есть внутренний стержень, сильная энергетика, кто чувствует, что вот надо вот в эту сторону идти, а не в эту, тот очень легко, гибко примет вот эти все перемены. А кто не чувствует и кто привязан очень сильно к материальному, тому будет очень сложно. И где-то в деньгах потеряете, очень материальное. Можно потерять, если не быть гибким, можно потерять что-то материальное. Может быть, квартиру, может быть, деньги, может быть, работу, может быть, не туда вложили. И вот этот год будет для тех, кто не занимается духовным, для тех, кто не гибкий, будет борьба за благосостояние свое. И когда человек начинает за свое материальное держаться, вот здесь вы правильно сказали, будут отваливаться друзья. Будут отваливаться друзья, знакомые. Мы в 25-м году у многих увидим их внутреннее нутро. И реально, ну тут не то, что 20 лет дружил, вот я считаю, люди меняются. Люди меняются, и каждый идет в какую-то определенную сторону. Просто, может быть, не заметил, что дружил всю жизнь, а рядом с А тобой пути человек. разошлись уже, Да, да. пути разошлись, и вот в 25-м году опять-таки очень сильно станет вот это различие между людьми, которые живут на материальной позиции, вот, и над теми, которые живут и материей, и духовным уровнем, там, все прочее. Не надо держаться ни за что прошлое, ни за прошлые отношения. Кто хочет быть с нами, тот с нами идет. У каждого свой путь, и не надо не осуждать никого, надо просто принимать, что вот так вот, ну что ж, каждый пошел по своему пути. Как у нас говорят, самое главное во Вселенной – это свободный выбор человека. Человек посчитал, что вот он такой выбор сделал, и человек посчитал другой. Вообще, знаете, вот два пути, ну как два вида людей, что ли, существуют. Это люди, которые выбирают жалость к себе, нытики, да, вот Ну страдания. да. И второй путь – это люди, которые идут в развитие, то есть идут в духовность. Но чтобы идти в развитие, надо быть сильным духом. А чтобы быть сильным духом, надо себя понимать и раскрывать свои способности. Я все к одному, но Оно это все реально. так сводится, да. Это реально вот прям без этого, ну, сейчас вот в наше время, вот такое сложное время, вот, надо каким-то образом выруливать, и выруливать не... Если мы будем злиться, если мы будем, ну, как сказать, нервничать, мы разрушим свое физическое тело. Вот самое Да, да. простое. Придут болезни. Если мы будем жить в любви, в принятии, то мы только накопим вот эту энергию. А вот вы как, что бы вы посоветовали, вот как нам дальше-то выруливать в этой жизни? Ну, я тоже склоняюсь к тому, что человеку нужно раскрывать свои способности, всем нам. Ясновидение, яснослышание, кому телепатию, кому что, да, у кого что есть, какие задатки, потому что мир становится таким Жестким. жестким, да, энергии его такие темные и жесткие сейчас. Это какой-то коридор. Я вот смотрю как бы туда дальше. Там светлее, там ярче, там лучше. Но вот сейчас этот период пройти, это как тесный такой коридор, через который надо, Ага. да, пролезть прямо, как катакомбы какие-то. И ну, без этих способностей я, например, не понимаю, как бы я, сталкиваясь с какими-то трудностями, но это можно сойти с ума, это можно заработать себе какие-то болезни. Да, это не всегда приятно, конечно, потому что много ты чувствуешь то, что, возможно, ты не хотел бы чувствовать. Ты видишь, что с этим человеком вы там разойдетесь в жизни, да, ваши пути разойдутся. Ты видишь, что скоро этот человек уйдет, например, там умрет. Ну, всякие такие бывают и неприятные вещи, но все-таки это знание, что есть какой-то божественный план, и ты по нему идешь, это настолько дает тебе силу и смелость, вот, и знаете, и остается только одно – пройти это с честью и с достоинством. Вот как актер, он должен, да, доиграть этот спектакль и, ну, доиграть его качественно, профессионально. Вот так же и мы. Поэтому
тут советы очень простые, просто чаще будьте на природе. И, как я всегда говорю, вот энергия, чтобы появилась. Все говорят, у меня нет энергии. А что ты делаешь, чтобы у тебя была энергия? Энергия, она связана очень с эмоциями. Для того, чтобы у человека была энергия, у него должны быть разнообразные эмоции от этой жизни. Самые здоровые, самые творческие, сильные, интересные люди – это люди разносторонние, у которых разные интересы в жизни. Вот такие люди, смотрите, долго живут, они сохраняют трезвость ума, их не мучает деменция, там, какие-то проблемы с памятью или там, с мозгом. Это люди, которые там, ну вот, разносторонние, которые и спорт, и там духовность, и чтение, и театр. Вот когда ты разнообразие в свою жизнь привносишь, вот даже люди, например, есть те, которые едят все время одну и ту же еду, а есть те, которые все время пробуют что-то новое. Вот это кардинальное отличие даже в таких мелочах, оно дает человеку другой уровень жизни. Поэтому те, кто еще не, если вы чувствуете, что вот за это 24-23 год вы как-то зациклились и стали какими-то такими вот неповоротливыми, то в этом году, в 25-м, сделайте усилия над собой и, раскройте шторы и впустите свет в свое пространство жизни. Как раскрывать свои способности? Сейчас я понимаю, я уже 18 лет, уже 19, наверное, этим занимаюсь профессионально. Милые наши слушатели, я понимаю одно, что это не шутки. Когда мы раскрываем способности, это здесь задействована и наша психика, и наша нервная система, и весь наш организм. И раскрывать их нужно грамотно, системно, не просто так. Ты сделал вот это упражнение, у тебя получилось, ты сделал вот то упражнение, у тебя не получилось, и ты начинаешь говорить, ох, у меня нет способностей. И прежде всего, здесь даже книжки, мне кажется, не помогут. Если вы хотите реально раскрыть способности, найдите учителя. Найдите учителя, это тот человек, вот вы следите, которому вы доверяете, потому что ваше подсознание не даст вам, даже если они у вас раскроются, оно будет говорить, это вы сами придумали, это вам не показали. Найдите учителя, эксперта, которому вы доверяете, и он вас поведет. И тогда вы это сделаете очень грамотно, не нарушая свою психику, не нарушая свою нервную систему. Но это мое мнение, Валерия. Я абсолютно согласен, что как бы здесь это нужно понимать, развитие способностей – это развитие прежде всего навыков, которые есть в нашем мозге, да, и это развитие мозгов. Поэтому это все делается постепенно. Вот мы знаем с вами, у нас, кстати говоря, может, слушатели знают, не знают, у нас вот с Еленой был один учитель. Мы так вот спустя время, да, как-то нашли друг друга в Инстаграме, но я почувствовал какую-то себе знакомую энергию расположения, потом уже в беседе выяснилось, что мы учились у одной женщины. Но сказать, что она раскрыла в нас способности, это неправильно. Никто ни в ком ничего не раскрывает. Ты даешь просто путь, алгоритм. Вот так настраивайся, вот так надо расслабиться, вот так можно посмотреть. А чтобы это было быстрее, сделай вот так. Да? То есть у каждого эти способности, они открываются по-своему. И здесь действительно нужен человек, который тебя будет направлять. Очень важен контакт с этим человеком, да? Чтобы это не просто была книга. Ну вот книгу ты купил, ты делаешь, а у тебя вопросы какие-то появляются, а что-то не получается. А элементарно разные упражнения не всем людям подходят. То есть, например, есть там упражнение для развития ясновидения, это концентрация на точке. Да? Очень такое классическое упражнение, которое во всех школах дается. Но далеко не каждый человек может вот так с начала своих занятий начать с этого упражнения. Некоторым людям к этому упражнению надо там полгода заниматься, да, чтобы начать его делать, и они не просто время теряли, да, от того, что он там себе в голове мультики рассматривает, напротив точки сидит. Да, ему нужно действительно понимать его, с чего ты начал. Вот я когда там сейчас, я бы даже не назвал это школой ясновидения,
это какое-то такое беседа у ясновидения с человеком. То есть я вот с ним беседую, просматриваю, в первую очередь, что у него уже развито, то есть что у него получается. Ведь у каждого человека, я думаю, вы согласны со мной, и я видел тоже ваши эфиры, вы об этом говорили, кто-то чувствует очень хорошо через тело, кто-то, Да, наоборот, визуальные да, картинки, да? да. Кто-то слышит. Вот. Надо понять, во-первых, протестировать человека, а что у вас уже есть, да? Чем вы можете пользоваться, а что как бы развито слабо. Вот, например, у меня развиты это картинки и слуховая информация, а хуже развита чувствительность через тело. То есть я, например, так как экстрасенсы вот руку протягивают над фотографией, если чувствует тепло, то человек живой, если холод, он мертвый, я так не смотрю. И никогда бы я не сказал, что это вот у меня работает. У меня это не работает, наоборот. Я, как правило, у меня, знаете, всегда вначале ощущение тепла, потом тут же ощущение холода. И я теряюсь. Я совершенно по-другому просматриваю этот вопрос. И тут, знаете, как вот, нужно еще определить, что есть люди, у которых развита интуиция, и мы будем говорить сенситивы, мы их назовем, да, и есть уже ясновидящие, экстрасенсы, то есть это профессия, это призвание помогать людям, и это тогда, когда вот там сверху тебя кто-то курирует, и он тебе помогает. Вот я могу сказать, что меня кто-то учит, меня кто-то ведет. Я даже до конца не могу сказать, да, как это происходит. Но в какой-то момент мне дают книги, мне приходит вот озарение, просто вот мысль, это надо сделать так. Вот звонит, например, женщина, и ну, вот у меня был случай такой, как бы сейчас вспоминается, то есть человек просто попал в очень тяжелую ситуацию. В ту ситуацию, когда ну, пришла новая власть, и там ничего нельзя сделать. И этой женщине просто говорят, там, что «а ты мне понравилась, вот ты выйдешь за меня замуж». И вопросов никаких, хочешь ты или не хочешь, нету. Просто вот все. И люди звонят и говорят, нам не к кому обратиться. Ну, мы не знаем к кому. Мы знаем, что вы нам поможете. Я поначалу пытался отказаться, да, а потом понимаю, ну что, я должен попытаться что-то сделать. И вы знаете, в тот момент, когда я просто приступил к работе, кто-то вложил в мою голову эти мысли, что я должен сделать. И этот человек просто забыл о существовании этой женщины. Вот. Хотя это реально была угроза для ее жизни, на самом деле для физической жизни. Вот. То есть ее могли там, что хочешь с ней сделать. Вот кто мне вложил эту мысль, да, что нужно было сделать, я не понимаю, но кто-то мне вложил. Поэтому если ваш путь, именно это призвание ваше, то вас будут вести. Но, конечно, все равно это не значит, что вам не нужно искать своего учителя. Но если же вам это нужно ну, на своем, на базовом уровне, да, таком, чтобы в жизни да, применять это, то, конечно, это может каждый. Вот здесь спрашивают, каждый может развить ясновидение? Каждый. На вот таком уровне для себя, для того, чтобы помогать своим близким, абсолютно каждый может развить. Но только вот, как я считаю, я тоже вначале диагностирую, там у кого-то ясночувствование, у кого-то ясновидение, Ну да, да. и сразу человеку надо помочь. Если ясночувствование, то картинки сразу не придут. Ну Вот, да. и через руки. Начинаем развивать руки, потом постепенно уже он начинает видеть. То Добавится есть, остальное. да, ясновидение может развить каждый, дело во времени и вашем терпении, вашем усердии, насколько вы хотите заниматься. Вот у Валерия, у него еще он не сказал, у него ясновидение, яснослышание и яснознание, потому что еще как бывает, люди картинки видят, не могут их истрактовать. Да. Подсознание мыслит образами. И вот у Валерия он видит образ, и он сразу описывает, что означает этот образ. Это говорит о том, что яснознание есть. Да, да, Понимание, то есть я понимание вижу, этих как образов. мужчину, например, да, и Да, и сразу понимаю, что это за понимание. мужчина. Да. Да, а я немножко не так. Я, например, захожу в ситуацию, там вижу того же мужчину, и у меня идет ощущение через тело. У меня еще ясночувствие есть. И ощущение через тело, и то есть я понимаю, мне хорошо или Ну плохо, или да. от этого мужчины мне идет какая-то вот неприятность. То есть у меня считывание идет вот таким образом. Но это тоже считывание. Это вот, знаете, ну, так как я бывший учитель, я уж тоже скажу, вот пишут дети
пишут все одни и те же слова, да, вот когда диктуешь диктант, но Ну, у каждого почерк разный. Вот здесь та же самая история. Да, мы считываем, но каждый считывает, вот это считывание идет по-разному. Вот это и есть индивидуальность. Как у вас это будет, это тоже надо смотреть. Это надо индивидуально. Поэтому я и говорю, что книжки здесь, если вы хотите нормально все раскрыть, это такая вещь. Это же разговор с подсознанием, это разговор с душой. Это душа, это наша энергия. да. Это разговор с высшими силами. И книжки — это хорошо, но нужен наставник.